Сегодня мы с вами приготовим зефир, и он будет очень необычный. Это будет тыквенно-апельсиновый зефир, необыкновенно вкусный и ароматный. Здравствуйте, мои гениальные друзья! Меня зовут Пульхерия, а вы на кулинарном канале «Записки пользователя» или «Вы гениальны». Друзья мои, зефир домашнего производства совершенно натуральный, очень вкусный и значительно менее сладкий. И для приготовления этого оригинального зефира, который вы в состоянии приготовить не только потому, что вы гениальны, а потому что готовится он несложно. Нам потребуется тыквенное пюре 180 граммов, сахар 2 порции на 300 граммов и на 80 граммов, 1 апельсин среднего размера, пектин 6 граммов, агар-агар 10 граммов. Также нам потребуется 2 белка яиц. Яйца категории S1, то есть нам потребуется примерно 60 граммов белка. Еще нам потребуется ванилин 1 грамм. Мне очень нравится это сочетание ванилина и апельсина. Попробуйте. Сейчас я вам расскажу, как надо сделать тыквенное пюре. Тыкву разрезаем на несколько частей и запекаем в духовке при температуре 180 градусов Цельсия. Время запекания от 40 минут до часа. Зависит от вашей духовки и также от сорта тыквы. Затем тыкву вынимаем, охлаждаем, срезаем корки и пробиваем блендером. И первоначально мы с вами должны натереть цедру от одного апельсина, без белой части. Мы натерли цедру с одного апельсина и отжали с него сок. Нам надо примерно 100 мл. Теперь 80 грамм сахара мы добавляем 6 граммов пектина. И перемешиваем все тщательно ложкой. Тыквенное пюре мы перекладываем в кастрюльку с толстым дном. Теперь пектин, перемешанный с сахаром, добавляем в тыквенное пюре. И сразу же хорошо все перемешиваем. Теперь в тыквенное пюре с пектином добавляем апельсиновый сок и еще раз тщательно перемешиваем. Добавляем цедру, ставим все на плиту и варим. Весь процесс варки тыквенного пюре мы непрерывно мешаем. Пюре закипело, и мы варим ровно 1 минуту. И снимаем. Тыквенное пюре мы охлаждаем сначала до комнатной температуры, а потом обязательно в холодильнике. Оно должно быть холодное. Также белки яиц должны быть очень холодные. Друзья, пока у нас остывает тыквенное пюре, подготовьте инвентарь. Возьмите поднос, положите на него пергаментную бумагу, на которой нарисуйте круги, контуры вашего будущего зефира. Подготовьте стакан, в который поставьте кондитерский мешок с насадкой. Если вы будете отсаживать классическую форму зефира, вам нужна насадка открытая звезда или закрытая звезда. Они называются 1М или 1Б. Я буду делать зефир в форме тыкв, поэтому я вставила переходник, диаметр отверстия 18 миллиметров. Если у вас нет такого переходника, можно просто срезать кончик, чтобы у вас было отверстие такого диаметра. Мешок должен быть из плотного материала. Кроме этого, нам нужен мешок кондитерский, в который ставьте насадку листья. Для того, чтобы сделать у нашего зефира тыквы ребра, нам нужна насадка круг диаметром 10 миллиметров. Она называется 1А. Или срежьте кончик у кондитерского мешка. Кроме этого, понадобятся пищевые красители, лопатка, а также сахарный игольчатый термометр. Если у вас нет термометра, ничего страшного, я расскажу, как действовать. Тыквенное пюре охладилось. Теперь мы в чашу миксера добавляем белок, тыквенное пюре и добавляем ванилин. В кастрюльку с толстым дном выливаем 130 мл воды. Добавляем агар и ставим на плиту и непрерывно его размешиваем. Сироп мы с вами будем варить до температуры 110 градусов или тонкая нить. Агар уже превратился в гель. Всыпаем сахар. Варить мы будем сироп на среднем огне. Сахар сейчас сразу же хорошенько размешиваем. А сироп, сахар с агаром надо мешать непрерывно. Сироп закипел, и мы с вами включаем миксер. И будем взбивать белки вместе до устойчивого состояния. Это пюре еще не готово к ливанию сиропа. Мы будем вливать сахарный сироп с агаром при температуре 110 градусов уже
взбивающиеся белки с тыквенным пюре. Взбиваться они должны на 2/3 от мощности во время вливания. Потом, как вольем весь сироп, мы увеличиваем на максимум мощность взбивания. Продолжаем взбивать белки и тыквенное пюре. Демонстрирую тонкую нить. Поднимаете ложку, и сироп у вас льется тонкой непрерывной нитью. Тыквенное пюре с белками готово к заливке сиропом. Оно побелело и хорошо держит форму. В температуре 110 градусов Цельсия снимаем сироп и заливаем тыквенное пюре с белками. Сироп заливаем тонкой струйкой, не попадаем на венчик. После того, как залили весь сироп, включаем на полную мощность миксер и взбиваем зефирную массу до охлаждения, до температуры 50 градусов Цельсия. Зефирная масса готова к отсаживанию. Зефир перекладываем в кондитерский мешок. Действуем достаточно быстро. Температура стабилизации зефира 40 градусов Цельсия. Отсаживаем основу для нашего зефира в форме тыквы с помощью переходника диаметром 18 мм. С помощью насадки 1А мы делаем ребра у нашей тыквы. Формируем саму тыковку. И так мы формируем весь зефир. После этого оставшийся зефир окрашиваем синим пищевым красителем. У нас получится зеленый цвет. Из него мы будем делать листочки на макушке нашей тыковки. Теперь насадкой лист мы формируем у нашего зефира 2-3 листика. Сформированный зефир отправляем на стабилизацию на 4-6 часов. Время стабилизации зависит от влажности воздуха и от температуры. Встретимся позже. Друзья мои, зефир стабилизировался. Стабилизируется он крайне быстро, буквально моментально. Вы можете его затонировать смесью какао-порошка и сахарной пудры. Но делать это совершенно не обязательно. Снимаем его и оформляем на блюдо. Наш зефир готов. Во вкусе этого великолепного зефира совершенно не ощущается тыква. По своим вкусовым ощущениям это апельсиновый зефир, но только тыквенное пюре сделало вкус апельсина более тонким, более изысканным, более благородным и, я бы даже сказала, деликатесным. Какой аромат у этого зефира! Изумительный, восхитительный, волшебный. Вот какие эпитеты приходят в голову. Это аромат апельсина, но более тонкий, более благородный и с изысканными нотками ванили. Посмотрите, превосходный разрез. А какой яркий и радостный цвет. Вот такая нежнейшая консистенция суфле. Очень мягкая, воздушная и пористая, и упругая. Друзья мои, я вам советую приготовить этот зефир и готовить его круглый год. Можно его делать классическим способом в виде завитков или ракушек. Мои дорогие, готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита! Не забывайте, что вы гениальны, и поэтому у вас все обязательно получится. Желаю вам успехов во всех ваших творческих начинаниях и таких же ярких, радостных дней, как цвет этого солнечного зефира. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы хотите видеть новые, интересные, оригинальные и рабочие рецепты. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. С вами была Пульхерия. До новых встреч. Пока-пока.